Конечно, не мог устоять. Every nurse should get 1 year practice in this room. 257. Вау. Как же это членство и IHL? Можно печатать себе диплом. Буду ли я открывать клиники? 1,5 года исследований. Изучено около 100 клиник по всему миру, не только в Турции. Личное присутствие на операциях, чтобы знать точно, как нужно и как нельзя, какие косяки бывают, чтобы их же не допустить на ваших операциях. Сравнивать клиники и так далее. Причем стараюсь учиться у лучших. А теперь даже посетил международный форум по пересадке волос, где представлены мэтры. А вот еще и настоящий практикум прошел, который проходят не все те, кто сразу порой начинают кромсать ваши головы. Это, собственно, тренировочная. Вот, представьте, открытые каналы. Если рука как бы человека не набивается по истечению 10 тысяч графтов, есть человек ответственный, который следит за обучением другого начинающего имплантера. То есть до того периода будет продолжаться обучение, рука не набьется. Самое главное, то, что не только то, что нужно там как минимум 10 тысяч трансплантатов присадить, самое главное, чтобы у человека набилась рука к этому, чтобы он научился вот этим маневрам, делать это с легкостью. Есть клиники за 2-3 тысячи долларов, есть те, кто делает все то же самое за 5, некоторые за 10. 10 тысяч, когда набилась рука, следующий шаг. То есть после имплантации 10 тысяч графтов, когда у него уже набита рука, потихоньку приступает к имплантации уже непосредственно с пациентом. Начинается потихонечку, сперва с 5 графтов и с каждым днем увеличивается. То есть, конечно же, это все проходит под контролем ответственного хирургического ассистента. Every nurse should get 1 year practice in this room before touching any fix. Я изучаю клиники по всему миру в поисках цена, качество. Как правило, как много студентов одновременно обучается. Около 4 макетов можно одновременно делать, но, конечно, это должен быть ответственный человек, который следит за этой работой, так как время очень дорого здесь, потому что у нас процедура хорошая. Но, кстати, вот мои коллеги сейчас уточняют, что 2 человека могут одновременно заниматься обучением на одном макете, но все зависит именно от человека, который может следить за этим. А обучается только персонал самой клиники или могут обучать кого-то, кто хочет обучиться, да, со стороны? Конечно же, обучиться могут люди только те, которые работают в нашей клинике, но на воркшопе, который был в июне месяце в нашей клинике, конечно, попробовать могли все. Коллеги с других стран. Не только с других стран. С Турции, конечно, люди, которые интересуются пересадкой волос не только как самой процедурой, но и с научной точки зрения, потому что опыта очень много ситуаций, много очень разных людей в мире, конечно же, много, которые прибегают к данной процедуре. Когда за это стоит переплатить, а когда вы просто платите за маркетинг и медицины даже никакой не пахнет и поблизости. Подобрать конкретно клинику и доктора под тебя, под твой случай, под твой бюджет и даже локацию. Конечно, не мог устоять перед тем, чтобы попробовать себя. Обязательно досмотрите видео до конца. Это не значит, что я буду делать операции. У меня есть какие-то планы в будущем, но мне очень интересно ощутить себя на месте тех, кто сделает вам операции, чтобы понять, вау. И главное, чтобы был результат не на 50-50 получится или нет, а предсказуемый результат. Бесплатная консультация, где я трачу на каждую не более 5 минут, и заявку можно оставить через Telegram-бот. И персонализированные детальные на 30, 45 и 60 минут. Напомню о том, что вы платите за знания, которых нет ни у кого, ведь не у каждого есть доступ ко всем клиникам мира, и далеко не каждый проверил столько клиник, сколько проверил я. И это только за 1,5 года. А еще это про мое личное время. Нужно тебе немножко приблизиться, иначе если ты сильно будешь далеко от макета, то у тебя будет двоиться в глазах и будет расплывчатое изображение. Это правда. Вот сейчас нам показывают, как нужно засаживать тебя. Она в открытый канал сейчас помещает при помощи пинцета. Осторожно она погружает трансплантат
то место, которое темненькое, оно будет, получается, сверху. А, Погружаться всё, будет. я понял. Можешь расслабить, сильно не нужно зажимать. Вот так, да? Так, правильно. Ага. Сейчас берешь пинцет, погружаем в открытый канал. Один графт выпал. Два графта. Вот, видите, как Вот. легко потерять графты. Keep böyle tutacak. Так. Şu И здесь вот придерживаем. Ой, ребят, это непростая задача. yes. Прекрасно. Окей. Для первого раза, я думаю, Да, шикарно. но для меня уже стыдно, потому что два графта выпало из-за пинцета. То есть, Pinsetten dolayı 2 tane graftim düştü то diyor. есть считайте, что я 50% графтов уже потерял. Помни, ты инвестируешь в свое будущее и качество своего будущего. Исправление ошибок может стоить намного дороже. Сейчас на данный момент ты неправильно посадил трансплантат. Мы Так. повторимся, то, что темное место, оно будет смотреть внутрь кипа. Вот, видите, уже две ошибки. Операции не должны делать ассистенты, которые часто не обладают уже своими постоянными командами и не знают даже, как ими руководить. Не говоря уже о том, что и опытом они набираются только на вас в процессе. Немного подвинуть. Biraz indireyim mi? Evet. Да, немножко опустить можешь. Yes. Yes. Nice. Итого, ребята, у меня уже два графта, чтобы никто ничего не говорил. Так, сейчас попробуем эти досадить. И все, можно печатать себе диплом, врача, и открывать, снимать кабинет. О, это уже Если бы сел все было быстренько. настолько просто. Is it right? Ну, если всякие Бирджан, Биркановы, Хэр Академьевичи называют себя докторами, не обладая никаким медобразованием, значит, все то же самое могу сделать я сам. Так что же еще нужно? Да, вы скажете, а как же это членство и IHL? Ничего, вы удивитесь, но и не так и сложно получить, если вы знаете, как работает Photoshop, и готовы просто заплатить этой ассоциации. Причем Photoshop это не значит подделать эту бумагу, а подделать документы о том, что я доктор, как делают, например, доктор Бирджан и еще куча, на самом деле, других докторов, которые кромсают ваши головы, и вы смотрите на эту бумажку и думаете, блин, так он же член ассоциации, международной ассоциации. Yes. Окей, can I make the last one? Ох, непростая эта задача, Прокручивай. ребята. Это прям реально труд. И если кто-то думает, что это делать легко, это очень... Теперь я еще больше уважаю все те команды, которые это делают изо дня в день и реально делают это супер качественно. Yes. Okay. Это не просто, я вам серьезно говорю. Это, во-первых, у вас должны руки не трястись, у вас должны быть максимально сфокусированы на мелких деталях. Вы только посмотрите на этот маленький пинцет. Это тоже, то есть очень тяжело и нанизать правильно, и вставлять, еще вот этим мелким пинцетом заправлять, что называется, графт в канал. Поэтому, если кому-то кажется, что это простая задача, это не просто. Не забывайте, пожалуйста, что консультация в пределах того времени, которое вы все-таки бронируете. Помните о том, что после пересадки волос, если вы тратите мое время, это опять-таки мое время. Если вам нужны консультации, могут быть предоперационные консультации, могут быть послеоперационные консультации, если вы хотите, чтобы я оценил, как сделана пересадка, какие-то нюансы и так далее. Спасибо за уважение моего личного времени. Да, тут реально нужно практиковаться и практиковаться. В этом случае мне, человеку, который никогда это не делал, это очень такое ответственное занятие. И я даже не знаю, как кто-то это делает без такой вот практики. Как вот кто-то практикуется на наших головах, там, в каких-то клиниках. Это очень важно, и обучение это прям должно быть везде. Thank you so much. Операции должны делать именно доктора, причем которые профессионально развиваются, они просто царствуют там на лаврах 90-х, 2000-х, пересаживая по 2000 графтов на 5-6 степень аллопеции. Консультанты тоже должны делать свою работу, поддерживая вас после операции, консультируя до того, как вы попадете на операционный стол. Консультанты не должны заниматься маркетингом, терроризируя вас, купи пересадку, так как их доход зависит от этого. И моя уникальная работа, которую пока никто в мире не делает. Не делая рекламы клиникам на протяжении годов, изучать их и отбирать, чтобы вы
получали максимум. И при этом не переплачивали за воздух, а еще делать это для вас дешевле и, главное, с предсказуемым результатом. Именно на детализированных консультациях я погружаюсь в твой конкретный кейс, углубляюсь, и мы вместе разбираем его. Вот и отзывы о моих консультациях. Каждую неделю я выделяю всего 2 дня на подробные консультации и 1 день в раз или в 2 недели для бесплатных консультаций, когда появляется время. Буду ли я открывать клиники и делать пересадки лично? Нет, конечно же нет. Я беспокоюсь за вас куда больше, чем вам кажется, так как я сам-то из лысых и понимаю, чем вы живете и насколько важно не просто косить бабло, а быть ответственным за каждого из вас, за ваши головы и за результаты. Пусть я не клиника, пусть я не консультант, пусть я стою в сторонке, но именно вот эта моя позиция со стороны между вами и клиниками, как мне кажется, и позволяет получать те результаты, которые мы с вами получаем. Спасибо, что досмотрели до конца. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и оставлять комментарии, то, что вы об этом думаете. Ну и главное, чтобы голосилось. Пока. Поехали.